Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Мне в сборку попала вот такая интересная моделька фирмы Denbels Models с артикулом 38, DBLS 38. Это, как видим по названию, значит, танк Холта с одним человеком. То есть экипаж состоял из одного всего человека. Такая микромоделька в 72 масштабе. Имеет очень небольшое количество деталей. По прототипу я вам ничего говорить не буду. Сами почитайте. Я, честно говоря, так не врубался в это. Вот фотография, как выглядел вот этот такого вида, не знаю, как бы это назвать, такой практически игрушечный танк. То есть это взяли, да, Марк-1, сплюснули его по длине американцы и посадили туда чувака. То ли, не знаю, для чего, развлечения ради. Такая, знаете, как вот игрушечные машины, когда детей сажают туда, и вот они ездят. Эта штука ездила. Что мы, собственно, видим? Пакетик так зажали, что прямо не открыть. Алло, Саш, да. Что мы видим внутри набора? Декаль. Не буду уже вынимать. Вот аж 4 варианта декаль. Или 2. А может быть и 1, потому что написано фронт-риер. Вот. И тут, по сути, 4 литника. Боковые части со спансонами вот такие вот. С пузырем еще внизу. То есть даже на 4 и здесь тоже. То есть даже на 4 деталях литьевых замечательный литейщик от Denbels Models умудрился налажать. Он тут тоже пузырь. Литейщик им надо в шею гнать такого, который им льет вот эту порнографию. Вот фара, такие стволики. Ну, стволики, естественно, надо менять сразу же автоматом. Подобрать с 700 или 350 масштаба какие-нибудь недорогие стволики от, значит, от кораблей. То есть стволы орудий зенитных, скорее даже для кораблей, не заменить. Ну вот фигурка не идет в наборе. Вот. Ну, вот такая вот история. Но еще надо будет посмотреть, приблизить. То есть понятно, что нижние части гусениц, естественно, тоже все, скорее всего, ну, не скорее всего, поскольку они приливают к литнику, то они утрачены. То есть рельефа не будет там. Ну, в общем, вот такая вот игрушечка. Вот. Не знаю, порекомендовать могу такую модельку только очень большому любителю экзотической наземной техники раннего периода. Наверное, будет смотреться так смехотворно рядом с обычным танком. Ну, вот такое было. У немцев, кстати, в Вторую мировую войну, мне это напомнило, чем-то был такой мини-танк на дистанционном управлении, который возил по шнуру, возил, значит, заряд, я уж не помню, как он назывался, и дистанционно подрывал этот заряд. Голиаф или что-то как-то так. Вот. Ну вот что-то вот типа этого имеем здесь, но тут сидел человек. Благодарим за просмотр. Это была модель танка Holt от Denbels Models. Я надеюсь, что когда-нибудь я уже увижу от них приличную модель, которую можно будет собрать из коробки, не занимаясь вышкуриванием, не занимаясь удалением стыков
там без тонны шпаклевки, наконец-то они обрадуют. Выпускают они много интересных всяких вещей, но вот, к сожалению, с качеством литья или там 3D-печати у них пока все еще не лады. Так, вот готовая перед окраской модель. Что я сделал? Заменил стволы, зашпаклевал везде, где только можно было. Значит, на днище и наверх рубки наклеил пластик, чтобы не шпаклевать. Также фару с фародержателем изготовил с нуля. Ну и восстановил кое-где утраченные по бокам заклепки. Ну вот, друзья, что в итоге получилось. Такая вот малютка. Даже не знаю, как вам бы показать-то. Я переделал фару. Заменил стволики на точеные, ну, чтобы было понятно с Марка 1, как он выглядит.